Можно по-разному относиться к удивительным явлениям, о которых я уже рассказал вам ранее. Верить в них или не верить, считать самообманом, поехавшей на почве горя кукухой или нет, но обобщенные данные, накопленные человечеством за тысячи лет изучения потустороннего мира, уверенно показывают, что усопшие после своего перехода желают передать любимым послание о том, что с ними все в порядке. Это было самым сильным ощущением, которое я испытал за прошедшее с момента ухода моего самого родного и близкого человека, Дани, время. Уверенное, яркое и сильное, исходящее с той стороны желание объяснить мне, что он жив и у него все хорошо. Это очень логично, потому что, согласитесь, именно так вы бы и поступили, умерев и вдруг осознав, что смерть – это вовсе не конец. Вы бы точно хотели позаботиться о своих страдающих родных и утешить их. Метод передачи этого утешительного сообщения может быть разным, в зависимости от возможностей как усопшего, так и живущего, от уровня развития их психических способностей. Кто-то является к живущему, обладающему зачатками экстрасенсорных способностей и даже не осознающему этого, в виде материализовавшегося призрака. Кто-то передает послание символическим образом, влияя на сознание бабочек или птиц. В моем случае, как я понял, ввиду отсутствия или неразвитости у меня медиумизма и внечувственного восприятия, Даня выбрал в основном коммуникацию через символические послания, музыку и сны. Я же, в свою очередь, стараюсь внимательно наблюдать за происходящим вокруг, фиксировать потусторонние сообщения и развивать каждый из этих способов. И особенно интересными мне кажутся сны. Так как это непознанная, малоизученная и малопонятная пока ученым область, что уже само по себе говорит о ее как минимум опосредованной связи с духовным миром. Есть несколько гипотез, объясняющих природу снов. Ученые считают, что это просто галлюцинации мозга, суммирующие дневной опыт человека и показывающиеся в хаотическом порядке. Ох уж эти ученые, как же они обожают все непонятное и не вписывающееся в их устаревшие понятия объяснять галлюцинациями. Теософы же утверждают, что сон – это не что иное, как путешествие нашего сознания, отделяющегося от физического тела после засыпания по потустороннему миру, который они называют астралом. Я не знаю, так ли это, но точно могу сказать, что сон – это не галлюцинация, а некий пограничный, близкий к потустороннему, возможно, субъективный мир, в котором все, как и на том свете, определяет мысль. Узнал я это, когда впервые столкнулся с явлением, которое называется осознанное сновидение. Согласно определению, это измененное состояние сознания, при котором человек осознает, что видит сон, и может в той или иной мере управлять его содержанием. Так же, как и многие другие психические феномены, осознанные сновидения долгое время отрицались представителями материалистической науки, пока они наконец не изучили их и не убедились в их существовании. Сегодня осознанные сновидения – признанное ими явление, продолжающее активно изучаться и познаваться. Думаете, кто-нибудь из ученых скажет: «Извините, ребята, мы заблуждались насчет осознанных снов, но больше этого не повторится»? Конечно же нет. Все продолжается так же, как и на протяжении последних веков. Если ученый чего-то не видит своими собственными глазами, то этого не существует. А если существует, то это обман, галлюцинация или выдумка. Не сомневайтесь, точно так же когда-нибудь будет признан и факт продолжения жизни после смерти биологического тела, который сейчас яростно отрицается большинством ученых. Лет 20 назад, в молодости, я уснул и увидел сон. В этом сне я вдруг осознал, что это сон, и я могу управлять им по своему желанию. Я провел несколько экспериментов и, как обычно тогда делал в своем материалистическом существовании, отмахнулся от этого загадочного явления и продолжил слепо гнаться за материальными благами – деньгами, недвижимостью, дорогими игрушками и положением в обществе. Много лет спустя, когда Даня переехал в другой мир и затем впервые пришел ко мне во сне, пытаясь что-то сказать мне через разделявшее нас стекло,
я решил вернуться к изучению этого явления и снова попробовал практиковать осознанные сновидения. Как только я разберусь со своими текущими делами, я обязательно займусь этим интересным исследованием вплотную и поделюсь с вами его результатами. К текущему же моменту я сделал несколько важных открытий на этом поприще и обнаружил, что осознанный сон – это действительно вполне существующее явление, которое можно инициировать в любой момент по своему желанию. Это всегда очень реалистичный сон, который после пробуждения не стирается из памяти, в отличие от других снов. Он больше напоминает реальность, нежели обычный сон с его спутанными фантасмагорическими образами и сюрреалистическими картинками. Механизм инициации осознанного сновидения лично для меня прост. Я открыл его интуитивно. Лучше всего оказываться в управляемом сне получается в утренние, предрассветные часы. Сосредотачиваясь на желании осознаться во сне, засыпая с этим четким желанием, в какой-то момент я понимаю, что нахожусь в том же месте, где и засыпал, или какой-либо другой комнате с пониманием того, что сплю. Если я в той же комнате, где засыпал, я могу видеть свое лежащее на кровати мирно спящее тело. Я также могу осознаться и посреди уже идущего сна. Как только я понимаю это, передо мной открываются почти безграничные возможности. Я могу летать, как Тони Старк или Нео. Могу перемещать предметы силой мысли, как джедай, строить дома и разные конструкции. А могу мгновенно перемещаться и оказываться в любом известном мне месте. Можно исполнить почти любое желание, стоит только захотеть. Механизм перемещений в моих осознанных снах устроен интересным образом. Чтобы переместиться куда-либо, мне нужно подойти к любой двери, сосредоточиться на месте, где я хочу оказаться, и открыть эту дверь. Даже если это дверь в моей квартире, в этом случае за ней не окажется привычной комнаты. Там будет небольшой коридорчик с еще одной дверью в конце. Если я дойду до этой двери и открою ее, то окажусь в нужном месте. Если же я загадаю место, в котором никогда не был, например, захочу оказаться на Марсе, то за второй дверью меня будет ждать темнота. Однажды таким образом я посещал своих соседей, видел их спящими, ходил рядом с их кроватью и рассматривал фотографии на комоде. В другой раз я слетал в наш с Даней любимый Париж, где однажды мы праздновали его 20-летие. И прогулялся около Эйфелевой башни, ощущая божественный запах свежих круассанов. Иногда в моих осознанных снах мне встречаются темные и кошмарные сущности. Демоны, пытающиеся напасть на меня и сожрать. Но я быстро разобрался, что эти сущности на самом деле не опасны. Судя по всему, их цель напугать сновидца и подпитаться выделившейся в результате испуга энергией. Как только я это понял, в одном из осознанных сновидений, в котором на меня нападала демоническая сущность, я, обратившись к ней, указал на то, что это мой сон, а значит и правила мои, и ей следует убраться по добру по здорову, пока я не разозлился и не сломал ее в 28 местах сразу. Сущность мгновенно повиновалась и испарилась. Эти мои открытия в целом согласуются с множеством других исследований, как осознанных сновидений, так и потустороннего мира в целом. Когда Даня позвонил мне на мобильник в одном из снов, я осознался и смог провести с ним интересный диалог. Он рассказал мне, что остановившиеся в момент его перехода в другой мир часы и сгоревший домофон – это следствие визита в квартиру его души, вышедшей из тела после смерти ее биологического вместилища. Также он попросил меня перестать горевать, поскольку в этом нет смысла, ведь с ним все в порядке. И поставил песню группы ABBA «Lay All Your Love on Me», в тексте которой как раз и говорится, что вместо того, чтобы тратить время на страдания, нам нужно просто направить на своих близких всю любовь, которая у нас только есть. Я расшифровал это послание и так и сделал. Это принесло мне огромное утешение и привело к расширению связи с Даней и потусторонним миром. С тех пор я еще несколько раз встречал Даню в осознанных сновидениях и общался с ним.
Каждый раз это происходит тогда, когда перед засыпанием я сосредотачиваюсь на желании попасть в управляемый сон и встретиться там с ним. Также, когда встреча не происходит сама собой, я могу во сне громко произнести его имя и попросить его появиться за моей спиной. Иногда это происходит. Как-то раз, после того, как во сне я изъявил желание встретиться с Даней, передо мной появился коридор с множеством дверей. Подойдя к одной из них, я открыл ее и вошел в помещение, очень похожее на бухгалтерию. За столами сидели пожилые женщины и что-то сосредоточенно считали, уткнувшись в бумаги. Одна из них подняла голову и, увидев меня, воскликнула: «О, привет! А ты что здесь делаешь?» Я ответил, что хочу увидеть Даню. Она улыбнулась и сказала: «А, понятно. Ну хорошо, идем». Жестом она пригласила меня пройти к другой двери. Но открывая ее, я закрыл глаза и проснулся. Я обнаружил, что осознанный сон прерывается, стоит хотя бы немного прикрыть во сне глаза. Поэтому за этим нужно следить, чтобы сон не прервался на самом интересном месте. В тот раз я только зря оторвал женщину от работы. Ну да не беда. В осознанном сне мы можем встречаться с усопшими ранее родными и любимыми, болтать с ними, летать по необъятным просторам Земли, участвовать в интересных приключениях и событиях, разыграть целую драму и почувствовать себя героями или злодеями из голливудских фильмов, строить целые города и проводить в них время. Умудренные опытом в этом деле люди говорят, что можно даже заниматься любовью с объектом любого романтического интереса, от своей половинки до какой-нибудь Мэрилин Монро. Надо будет обязательно попробовать, когда дойду до изучения этой возможности. Шучу, конечно. Полагаю, что возможности осознанных снов значительно больше, чем эти детские фантазии, которые я только что описал. Наверняка можно учиться, получать интересные знания, встречаться с душами великих людей, как усопших, так и продолжающих жить на Земле, и выносить из этих опытов полезную для духовного развития информацию. От осознанных снов лишь один шаг до внетелесных опытов. Но это еще более загадочный феномен, который я планирую изучить следующим после сновидений этапом. Впереди множество интересных исследований и открытий. Но с кем же именно мы контактируем в осознанном сне? С настоящими людьми? С реальными родными и любимыми? Или это только их проекции, взятые из нашего сознания и оживленные нашей мыслью? В данный момент ответа на этот вопрос у меня нет. Сейчас я могу лишь предполагать, что, как и в случае с другими видами посмертной коммуникации, оба варианта верны, в зависимости от конкретной ситуации и возможностей психики, как усопшего, так и живущего. Возможно, я смогу однозначно ответить на этот вопрос позже, когда разберусь в феномене осознанных сновидений более подробно. Время покажет.